Всем привет! Ну что ж, год завершается, нам пора подвести кое-какие итоги. За этот год мы с вами многое пережили. Самое знаковое событие — это, конечно, релиз официальных серверов WoW Classic. Ожидали ли мы такого от Blizzard пару лет назад? Конечно, нет. Вернее, помечтать-то можно было, а вот включив мозги, становилось понятно, что метелица на такой шаг не пойдет. Что это будет скорее контрольный выстрел в теряющий популярность World of Warcraft. Ну, как оказалось, что это был наоборот спасительный разряд, вернувший к жизни эту живущую уже много лет ММО. Уж сколько мы хранили Warcraft, а он все никак не отдаст концы. Уж сколько убийц WoW пророчили скорую смерть величайшей игры своего жанра, но загибались раньше, чем Blizzard выпускали новые дополнения. Предпоследнее видео на тему полей боя вызвало волну горячего обсуждения. Я очень рад, что большинству игроков не безразлична судьба классического World of Warcraft и принял к сведению все ваши комментарии. Самый популярный коммент, конечно, был про нытье. Нытье, опять нытье. Ну что ж, вот вам еще одна порция нытья. 2 ведра слез и соплей от автора канала. Я думаю, что это может стать хорошей, доброй традицией или новой рубрикой «Нытье от Варгула». Надо подумать над этим. Самое интересное то, о чем я говорю в видео, я говорю об этом всегда. Я обсуждаю это с вами на стримах, я читаю то же самое на форумах, чатах. Странно, что для кого-то эти слова редкость. Итак, перейдем сразу к сути. Когда мы с вами ожидали классику от Blizzard? Какой мы ее представляли? Нет, лучше я спрошу так. Зная, какой была ванила в 2005 году, думали ли вы, что она будет такой же, как мы ее запомнили? Это было неизвестно. Зато была атмосфера, нагнетаемая создателями. Со дня официального анонса классики на Близконе. А вы помните World PvP? Да, масштабные баталии в Хилсброде. Один нуб ганкнул другого, тот позвал друга, а тот трех, а тот поднял на уши всю гильдию и понеслась. Тропинка от Сулшора до Тарнмила усеялась костями погибших за честь фракции. А тернистая долина, а масштабные походы на Редриш. Да, было время. Рассказы разработчиков о той самой ваниле просто выбивали слезу. Вы помните, игроки на сервере — это было дружное крепкое сообщество. Репутация что-то дозначила, ведь если один игрок обманул другого, то уже кидалу не брали в нормальную гильдию. От злодея все шарахались, как от прокаженного. Игроки сами создавали себе имя. Ты хороший человек? Добро пожаловать во все френд-листы. Ты мудила? Туда же в листы, только в игнор. Брайан Бермингейм и Амар Гонзалес заливались как соловьи. Разработчики не лезли в эти разборки, негативные элементы — это одна из социальных составляющих игры. Пусть сообщество самого решает, как им поступать со злодеями. И это правда. Когда на сервере играет 2000 человек, сложно не запомнить друзей и врагов. Какие еще из ванильных баек ходили все это время? А пройдите весь незабываемый экспириенс от начала и до конца. Прочувствуйте всю сложность прокачки и ПВЕ в условиях тягот и лишений всего и вся. Тут он, конечно, задал Носталриус. Пиратский сервер, который каким-то чутьем дошел до того, как пробудить интерес игроков и создал прогрессивный реал, с полным соответствием патчей и изменений предшествующей смены и каждой ступени развития. Не знаю, делал ли кто-то что-то когда-то подобное, я до этого никогда на пиратских серверах не играл и мне не с чем сравнивать. Но могу предположить, что огромный успех сервера и большой онлайн именно благодаря такому подходу. Сотни блогеров и околоигровых порталов раструбили об уникальном сервере. Повторим экспириенс? Повторим. Не будем ничего менять? Нет, никаких изменений. No change. Подавайте нам то же самое ванильное мороженое, которое обещали господин Алан Брэк. Уже не терпится посмотреть, как наши деды играли. Окей, как скажете. Задача, конечно, трудно выполнимая, поэтому запаситесь терпением на пару лет. Уж сделаем так сделаем. И сделали. Действительно сделали, кроме шуток. Глянцевую ванилу в яркой оберточке с Рагнаросом и прочими атрибутами классики. Только можно ли это назвать ванилой? Думаю, рабочее название этой версии будет WoW Classic 2019. А знаете, есть такая штука. Пришли вы в гости, вас угостили офигенно вкусным пирогом, вам там понравилось, думаете, возьму у хозяйки рецепт, попрошу жену сделать дом такой же. А жена сделала вообще не то. А почему? А потому что она решила, а вот тут я возьму не ржаную муку, а пшеничную, она вроде как подороже и покачественнее. А вот тут добавим сахарку побольше, чем слаще, тем лучше.
Пропечем подольше, потому что вроде тесто сыровато. На выходе вроде то, да не то. Я не могу винить Blizzard за то, что они хотели как лучше. Может, они и сделали лучше. Не могу их винить за страх провала проекта и введением слоев, с которых, как мне кажется, все и посыпалось. Да, они рассчитали все верно. Прогнозируемый спад онлайна произошел. Спустя уже как полгода после релиза мы уже забыли, что такое очереди на сервер. Слои отключили, и вроде как на сервере образовался комфортный онлайн. Ну да, все так. Только один вопрос. А во что мы играли все эти полгода? Все эти люди, которые промелькнули мимо нас, даже не задерживаясь в памяти, на минутку, они где? Они вообще зачем были? Вся эта социальная составляющая, которую она расписывали, она есть? Игроки сами создают атмосферу на сервере? Человек обманет другого, что ему за это будет? Всеобщее порицание сервера? Нет, через 5 минут он уже будет разводить следующего, а потом следующего. Он никто, его никто не запомнит, как никому не будет дела до вас и вашей проблемы. Десятки тысяч людей онлайн, еще более зарегистрированных. Можно годами играть на одном сервере и никогда не узнать людей, с кем ты бок о бок проводишь время. Весь этот ванильный экспириенс остался там, в 2005-м, когда технические возможности не позволяли держать большой онлайн. Ну, а может, не технические параметры мешали набивать сервера, как кильки в консервной банке. Может быть, это был здравый смысл. Может, создатели понимали, сколько игроков должно быть на сервере для комфортной игры. Аудитория была миллионная, но для каждого игрока был тот самый микромир, который он запомнил, в котором он нашел друзей, с которым он прошел в воспоминаниях до сегодняшнего дня, и который хотел вернуться в 2019-м. И сейчас аудитория миллионная, но времена другие. No change, никаких изменений, никаких. Все эти баги, которые мы так заботливо перенесли вам и портировали на новый клиент. Все эксплойты, волджампы, сейф-споты, все получите в полном объеме. Наслаждайтесь. Ведь именно это мы хотели увидеть в новой классике, и ради этого просили ничего не менять. Почувствовать экспириенс старых рейдов. Вспомнить, что рейды в ваниле — это 90% фарма и 10% прохождения. Ну да, типа того, слыхали что-то такое. Ну вот загвоздка. Экспириенс экспириенсом, но версия клиента 1.12 и таланты и механика классов 1.12. Мы вам, конечно, ограничим кое-какой шмот, чтобы создать иллюзию сложности, но сделаем это так, чтобы вы поверили в прогрессивность реалма. Ну, все осталось как было. Шмот на Fire Resist ввели в поздних патчах, и мы введем в поздних фазах. Неважно, что в следующих фазах он уже нахер никому не нужен. Мы же не за здравый смысл, а за достоверность. Зато PvP экипировка будет уровня Накса. Ну потому что вот так, либо вводим шмот, либо не вводим. Баланс штука хрупкая, как что не испортить. Так что осталось от Vanilla 2005? Возвращаясь к теме социальной составляющей. Мне эту тему нравится особо мусолить, поскольку именно на нее давили различные пиар-ресурсы. У вас тут на актуале фазирование, кросс-сервера, прочие ЛФР. Можно пробежать инст молча за 10 минут и ливнуть в финале, даже не запомнив ники тех, с кем был. А у нас тут общество со своими особенностями. А сейчас что по-другому? Репортнул в чат, получил инвайт, пролетел инст и ливнул. Найдите 10 отличий от ЛФГ в актуале. Разница ли в том, что до инста бежать ножками? Не могу не обратить внимания на прогресс в системе контроля над нарушениями. Если кто-то решит, что он умнее других, начнет пользоваться запрещенными программами, ботами, общество заметит и с помощью гейм-мастеров накажет. Так и было раньше, в принципе. Только времена другие. Умная система уже не нуждается в помощи игроков. Ну, если только чуть-чуть. Ей нужно помочь. Указать на злодея, чтобы последовало наказание. Система репортов — еще одно великое нововведение новой классики. До сих пор помню Альтерак, где мне приходилось каждые 5 минут агрить волков, чтобы не выкинул из БГ. Наши коллеги с европейских серверов окончательно меня убедили в своей дружелюбности к русским игрокам. На всех русских висел дебаф массового репорта. Ну, не об этом речь. Дать игрокам, у которых моральные принципы остались где-то в 2005-м, такой мощный инструмент влияния, разумно ли это было? Не знаю. Был ли какой-то другой выбор управлять многотысячной толпой?
Возможно, если бы не автоматика, то на серверах творилась бы полная жесть и анархия. Но, опять же, говорить о том, что это та самая ванила, уже нельзя. Жаловаться на абузеров не имеет смысла. Нынешние гейм-мастера — это обычная служба поддержки, не имеющая никаких прав, и максимум, что вам скажут: мы приняли к сведению, ваш запрос передан в соответствующую службу, лет через 5, возможно, злодеи будут наказаны. Спасибо, что сообщили. Ладно, ребят, думаю, на сегодня хватит искать положительные моменты в современной классике. Я уверен, их предостаточно. Может, вы знаете какие-то еще отличия в нынешней версии. Поделитесь в комментариях, что вам еще понравилось в WoW Classic 2019. Весь негатив оставим в этом году, а в 2020 уже будем с новыми впечатлениями ждать неожиданных подарков от Blizzard, которых, я уверен, будет немало. Удачи!